Всем привет! Перед просмотром не забудьте включить субтитры, а также подписаться на канал. Ну а кто хочет поддержать канал донатом, может сделать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, сегодня вышло новое обновление. Давайте по порядку разбираться, что же нового добавили. Только мы заходим в игру, мы видим что-то новое. Испытание ролей. Оставшееся время событий 1 день 5 часов. Испытание ролей началось. Выполняйте задания, чтобы получить тонну бесплатных наград, а также редкие предметы и артефакты. Мы видим здесь камень стел для того, чтобы активировать красный артефакт. Также здесь есть солнечный камень, чтобы улучшить эти красные артефакты. Ну и лунный камень для того, чтобы сделать артефакты на 100%. Я думаю, это все и так знают. Давайте нажмем перейти. Тут я уже провел один бой, но вкратце давайте прочитаем еще раз правила. Выполняйте различные достижения, чтобы получить награду. Используйте медали для обмена на основные предметы высокого уровня. Каждый босс обладает разными характеристиками. В ходе боя изменяйте свой состав в зависимости от характеристик босса, чтобы достичь большего количества целей. Каждая цель достижения разделена на разные уровни. После завершения предыдущей цели будет разблокирована следующая цель. При достижении цели вы должны скорректировать свой состав в зависимости от ролей героев. Различные герои, используемые в каждой битве, добавляются к вашим общим показателям. После окончания мероприятия все медали, полученные во время мероприятий, будут конвертированы в золото. Поэтому постарайтесь потратить их все до окончания мероприятий. Как вы видите, у меня уже тут много пройдено, и это всего лишь с одного боя. Давайте же посмотрим, какие вот у нас есть награды. Награды просто буду пролистывать, и каждый должен решить сам, какие именно награды ему интересны, какие он должен получить. Вернемся назад к достижениям. Как видите, первое достижение у нас пройдено до 70%. Я босса не убил, и у меня босса оставалось еще 30%, то есть я нанес ему 70% урона. Если я нанес бы ему 90%, я бы получил бы последний подарок. Так же самое и со стрелками. Цель танка не выполнена, так как здесь нужно было использовать разных танков. То есть, как вы видите, здесь нужно было использовать 3 стрелков, что и было сделано. А здесь просто нужно было нанести боссу как можно больше урона. Итак, я могу сейчас использовать 2 танков, 2 стрелков и 1 суппорта, чтобы попробовать нанести как можно больше урона. После этого я перейду опять же сюда и постараюсь снова с 3 стрелками нанести больше урона. К этому мы вернемся в конце ролика, а давайте сейчас прочитаем, что же еще исправили в обновлениях. Итак, улучшение, так называемое. Исправлена проблема неправильного отображения количества наемников для защитников в атаке сбора. Исправлена проблема позиционирования в бою для наемников кабана-мутанта. Третье. Исправлен способ выполнения квеста строительства заданий на перезарядку подарков Альянса после вступления в новый Альянс. Теперь даже несмотря на то, что очки строительства, ну в общем тут ничего интересного. Давайте перейдем к самому интересному. В фрактале добавлена функция пропуска боя. Игроки должны соответствовать требованиям, а затем смогут установить флажок на странице выбора героя, чтобы использовать эту функцию. Чтобы улучшить боевой опыт на карте мира, мы внесли следующее улучшение в перемещении города. Каждый день после использования 3 карт перемещения любого типа, начиная с 4-го использования карты, каждое использование добавит 20 минут к таймеру восстановления при перемещении. Максимальное время перезарядки при перемещении составляет 2 часов. Чтобы улучшить боевой опыт на карте мира, мы улучшили влияние усталости на сражение. Тут непонятно, как они улучшили влияние усталости, что они сделали с ним, это уже нужно будет проверять в бою. Мне интересно только одно, сколько же у нас телепортов. Итак, давайте проверим карту рандома, работает ли это правило на карту рандома. Перенеслись мы один раз и смотрим, что же у нас случилось.
Итак, я использовал две карты рандома. Теперь я использую одну другую карту. Например, пусть будет это переносы земель. Ну и теперь используем ручную карту переноса. И после этого мы видим, что появляется таймер для переноса. То есть и даже карта рандома активирует этот таймер. Давайте просто для примера посмотрим на карте Мегашахт, ну и мистической зоны. Как мы видим, в обоих случаях таймер есть. В общем, используя любую карту, мы после 3 раз, включая 4-й, активируем этот таймер. Ну и давайте перейдем во фракталию и посмотрим, какой же пропуск добавили. И вот, как вы видите, у нас здесь есть теперь кнопочка пропуска, нажимаем на нее и видим: победите босса фракталии уровня 2, чтобы разблокировать эту функцию. То есть мы должны победить босса уровня 2, и после этого у нас будет разблокирована эта функция. Пройдя уровня босса 2, у нас появится уже пропуск, и, как я понял, пропуск будет работать только на сундуках, где сила врага намного меньше вашей силы. То есть на боссе уровня 3 этот пропуск не будет работать. Ну и что, давайте вернемся к испытанию ролей. Теперь нам нужно использовать 2 танков, чтобы пройти второй этап. Для этого я поставил 2 танков. Также выберу саппорта одного, Миру и Сью. Конечно же, сейчас урона будет очень мало. Ну что ж поделать. Нам нужно выполнить все испытания. Нажимаю X2 и на авто, и полетели. Так, у босса осталось 62%, то есть мы жмем сохранить результат и смотрим, сколько же достижений мы получили. Мы получили всего лишь 3 достижения. Я не думаю, что получится больше, так как с 2 танками очень сложно, поэтому давайте лучше попробуем пройти вот здесь и выбрать каких-то других героев. То есть со вторым испытанием закончено, у нас осталось 1-е и 3-е испытание. Жмем в бой, выбираем стрелков для этого испытания. Попробуем этим составом набить побольше урона. Естественно, на X2 и в авторежиме. Итак, опять же сохраняем. И видим, что я отнял боссу 79,9% очков. Но у меня было больше. Как мы видим, в бою у меня было написано 19,9, то есть это 80% и 1. Но в результатах, опять же, было написано, что 79,9. Интересно, интересно. Повторим еще раз, посмотрим все-таки, сколько же у меня было очков. И также теперь собираем все монеты.
И мы можем теперь получить подарки. Опять же, как я говорил в начале, каждый выбирает себе подарок сам, какой ему подходит. Итак, в повторе мы видим, что у меня было написано 19,9% у босса осталось, то есть я ему нанес 81% урона. Но почему-то в окончательном результате у меня показалось 79,9%. Обычные баги в этой игре, ничего нового, но немного обидно, если честно. Итак, как мы видим, на будущее теперь, после того, как я собрал все подарки, теперь нужно в общем использовать 11 раз стрелков, чтобы пройти это задание. Также у танков нужно их использовать 4 раза. Но это все уже будет доступно после сброса игры, поэтому как-то так. А на этом все. Кому ролик был полезен, ставьте лайк. Конечно же, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.